Верховный Господь, Личность Бога, всегда полностью удовлетворен. Когда преданные подносят что-либо Господу, это подношение по Его милости совершается на благо самих же преданных. Ибо Господь не нуждается в том, чтобы Ему служили. Так, если человек украшает свое лицо, отражение его лица в зеркале тоже становится украшенным. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Тому, кто встал на путь бхакти-йоги, преданного служения, следует применять 9 методов шраванам, смаранам, падасеванам, арчам, ванданам, дасьям, сакьям, адманиведанам. Преданно служить Господу, слушая о Нем, прославляя Его и так далее, рекомендуется вовсе не потому, что это нужно Господу. Пользу от служения получает сам преданный Господь. Итак, Господь и так слав, независимо от того, восхваляют Его или нет. Но преданный, прославляя Господа, сам удостаивается славы. Чито дарпанам марджанам, бхава махадава агнинирвапанам. Воздавая хвалу Господу, живые существа очищают свое сердце, и тогда к ним приходит понимание того, что они не часть материального мира, а души, призванные развивать в себе сознание Кришны, чтобы освободиться от материального рабства. Так можно очень быстро потушить пожар материального существования. Бхавам ахада вагни нирвапанам. Глупые люди недоумевают, когда Кришна говорит «Сарват харман паритяджа мам экам шаранам враджа» «Оставь всякую религиозную деятельность и просто вручи себя мне». Некоторые из ученых глупцов также заявляют, что Кришна требует слишком многого, но Верховный Господь требует этого не ради себя, а ради самих же людей. Если люди обретут сознание Кришны, и все вместе, и каждый по отдельности будут посвящать все, что они делают, Верховной Личности Бога, это принесет им огромное благо. Человек, который не посвящает все Верховному Господу, назван в этом стихе авидушей, невеждой. Точно так же характеризует подобных людей сам Господь в Бхагавад-гите 7.15. «Намам тушкрити номукхах прападьянте нарадхамах маяям пахтаджана асурам бхава машритаха». Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Из-за своего невежества и невезения безбожники и нарадхамы, худшие из людей, не вручают себя Верховной Личности Бога. Поэтому, когда Верховный Господь Кришна ни в чем не нуждается, в разные юги Он приходит в материальный мир и требует, чтобы обусловленные души ради своего же блага предались Ему и тем самым вырвались из плена материального бытия. Одним словом, чем больше мы служим Господу, действуя в сознании Кришны, тем больше получаем пользу. Сам же Кришна не нуждается в нашем служении. Еще раз перевод. Перевод. Верховный Господь, Личность Бога, всегда полностью удовлетворен. Когда преданные подносят что-либо Господу, эти подношения по Его милости совершаются на благо самих же преданных. Ибо Господь не нуждается в том, чтобы Ему служили. Так, если человек украшает свое лицо, отражение его лица в зеркале тоже становится украшенным. So, this chapter is called Prahlad pacifies the Lord with prayers. Данная глава называется «Прохлада успокаивает Господа Нарисимхадева». Nrsimhadev is anger of the Lord personified. Нарисимхадев является персонифицированным воплощением гнева Господа. And what makes him especially angry И что заставляет его так гневаться? is when someone harms his devotee, abuses his devotee. Если кто-то причиняет вред или обижает его преданного. Krishna does not forgive such behavior. Кришна не прощает такое поведение. The devotee is very dear to Krishna. Преданный очень дорог Кришне. So Krishna says that Lord Narayan says, I'm in the heart of my devotee and my devotee is in my heart. Поэтому Кришна говорит, я... Narayan.
Поэтому Нараян говорит: я в сердце моего преданного, и преданный мой в моем же сердце. I do not know anyone else but my devotee, and my devotee does not know anyone else but me. Я не знаю никого, кроме моего преданного, и мой преданный не знает никого, кроме меня. If one wants to please Krishna, one should try to please a devotee of Krishna. Если вы хотите удовлетворить Кришну, удовлетворите преданного Кришны. For example, if a man is if you meet a man walking with his child, and you give something to the child, sweet or something like that, this will be very, very much pleasing to the man. Такой же пример приводит Шрила Прабхупада. Если вы видите человека, гуляющего с ребенком, то вы можете предложить ребенку сладость, либо конфетку, тогда и родитель тоже будет доволен. So, if we want to please Krishna, we should please Krishna's devotees. Поэтому, если мы хотим удовлетворить Кришну, лучше сначала удовлетворить его преданных. And if we mistreat the devotees, abuse the devotees, then Krishna will become very displeased. Но если мы унижаем преданного, плохо относимся к нему, то Кришна недоволен. That's why the first offense in chanting the holy names is blaspheming the devotees, criticizing the devotees. Поэтому первое оскорбление при повторении святого имени звучит следующим образом: оскорбление преданных Господа. It's called mad elephant offense. Это оскорбление сумасшедшего слона. When a mad elephant becomes mad, then he can destroy everything. Когда безумный слон сходит с ума, он может все уничтожить. Sometimes in India, иногда в Индии elephants come to the village слоны приходят в деревню and find some barrels full of homemade alcohol. Могут обнаружить большую бочку с алкоголем And drink, и могут выпить. and then become mad Затем сходят с ума and break the whole village. и могут разрушить всю деревню. Or if you let a wild elephant in a garden, mad elephant, then he'll destroy the whole garden. Или если вы запустите слона в сад, то он все там потопчет. So, in the same way, if one criticizes the devotees, this will destroy one's creeper of devotion. Таким же образом, если кто-то начинает оскорблять преданных, то его росток бхакти будет уничтожен. So, Prahlad Maharaj was a very dear and surrendered devotee of the Lord. Прохлада Махарадж был очень дорогим Господу преданным. And Hiranyakashipu mistreated him in so many ways. И Хираньякашипу очень сильно оскорблял его. Tried to kill him in so many ways. Пытался разными способами убить его, уничтожить. Even though Prahlad was his own son. Даже несмотря на то, что Прохлад был его собственным сыном. Father should be affectionate to his son, should always protect his son. Предполагается, что отец должен защищать сына, любить его. But in this case, Hiranyakashipu was so demoniac and so envious of the Lord that he was ready to kill his son. Но в данном случае мы видим, что Хираньякашипу — это демоническая личность, он хотел убить собственного сына. He was so envious of the Lord. Он так завидовал Господу. He couldn't tolerate that Prahlad was a devotee. Он не мог смириться с тем фактом, что Прохлад был преданным. He wanted that Prahlad be a demon like him. Он хотел, чтобы Прохлад стал демоном, подобно ему. And when Prahlad wasn't willing to give up Krishna consciousness, Hiranyakashipu couldn't tolerate. И Прохлада Махарадж не хотел оставлять сознание Кришны, и его отец не мог это вынести. Therefore, he tried to kill his own son. Поэтому он пытался уничтожить своего сына. Tried to smash him on the ground. Ударить его о землю. Throw him from a cliff. Или сбросить его со скалы.
throw him under the feet of huge elephants, либо бросить под стопы огромного слона, throw him in the boiling ghee, либо в кипящий ги его кинуть, throw him in a pit of snakes. или к ядовитым змеям его кинуть. So this is really cruel behavior. Это очень кровожадное поведение. And finally, Lord himself couldn't tolerate И сам treatment of his devotee. Сам Господь уже не мог терпеть то, как к его преданному относятся. Couldn't control his anger anymore. Он не мог больше контролировать свой гнев. Generally, Krishna, is in complete control of his senses. Кришна полностью контролирует свои чувства. But in this case, seeing the mistreatment of his devotee, he couldn't control his anger. Но в данном случае, увидев то, как оскорбляют его преданного, он более не мог сдержать гнев. So Nrsimhadev is anger of the Lord personified. Поэтому Нрисимхадев — это персонифицированное воплощение гнева Господа. And he very quickly destroyed Hiranyakashipu. Он очень быстро расправился с Хираньякашипу. But he was still, furious. Но он был все же в гневе. And the demigods, they tried to pacify the Lord. И полубоги пытались успокоить Господа. Demigods have many dealings with the Lord. They are, familiar with the Lord. Полубоги очень близки Господу, они его знают лично. So, and they're powerful and important personalities. Они очень могущественные личности, очень важные. Influential personalities. У них есть большое влияние. But still they could not pacify the Lord. The Lord was still roaring in anger. Но даже они не могли успокоить Господа, он ревел в гневе. So finally they asked Prahlad, you please pacify the Lord. И в конце концов они попросили Прохладу, пожалуйста, успокой Господа. Prahlad didn't feel himself qualified. Прохлад не чувствовал, что у него есть квалификация должности. But still he tried his best. Но он пытался как мог. So here he's offering his prayers to the Lord. И вот он возносит молитвы Господу. Very nice prayers. Замечательные молитвы. And in this particular prayer, he's making the point that the Lord is actually self-satisfied. И в данной молитве он делает акцент на том, что Господь является самоудовлетворенным. He doesn't actually need our offerings. Ему даже не нужны наши подношения. He's Bhagavan. Он Бхагаван. He has all wealth. У него есть все богатство. All knowledge, all fame. Все знание, вся слава. What else? Что еще? What else does he have? Что у него еще есть? Okay, cover it. Все отречение. Renunciation, Богатство. wealth. Уже 3 назвали, сейчас 5 уже. Нет, я назвал богатство. Вы еще раз сказали. Beauty, Beauty, красота, отречение и последний. renunciation and the last. Сила. Strength. Okay, да, правильно. Okay. So all opulence, he's Bhagavan. Все это вместе значит, что он Бхагаван. Bhaga, also van means to possess. Van. Ван значит распоряжаться, иметь что-то. And Bhaga means opulence. Бхага значит богатство. Just like Jnanavan means possessor of knowledge. Например, есть слово гьянаван, это значит тот, кто обладает знанием. So, Lord doesn't really need anything from us in particular. По сути, Господу ничего от нас не нужно. But He wants our love. Но Он жаждет нашей любви. You see, that's what is attractive to Him. Это то, что Его привлекает. So that's why in the Bhagavad Gita, He says, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktya paritam asnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a fruit, a flower, or water, I will accept it.
Поэтому в Бхагавад-гите Господь говорит, что если кто-то предложит мне с любовью листок, цветок или немного воды, то я приму это от него. Or a fruit, right? Либо плод. Yeah. So these are very insignificant things. Это какие-то совершенно неважные вещи. Let's see. But Krishna is not demanding, you offer me, millions of dollars, or you offer me gold and diamonds, etc. Но Кришна вовсе не требует «предложите мне $1 миллион, либо золото или бриллианты». Just very simple objects. Просто что-то простое. But the main thing is with love. If one offers with love, he says, I will accept it. Но самое важное здесь любовь. Если вы предлагаете с любовью, то я принимаю это. Without love, Krishna not interested. Без любви Кришне не интересно. This is illustrated in a story when Duryodhana invited Krishna to his palace. Была такая история очень яркая, когда Дурьодхана пригласил Кришну в свой дворец. And Krishna came to Hastinapur, and Duryodhana made a huge arrangement, opulent arrangement to receive him. Кришна прибыл в Хастинапур, и Дурьодхана приготовил очень пышный прием для него. But Krishna refused. Но Кришна отказался. He is not a devotee. Потому что Дурьодхана не его преданный. Duryodhana was offended, but Krishna was not interested. Дурьодхана чувствовал себя оскорбленным, но Кришне было неинтересно. Why he should go to the palace of someone who mistreated his devotees? Почему он должен отправляться во дворец того человека, который оскорблял его преданных? So many offenses Duryodhana made to the Pandavas. Так сильно Дурьодхана оскорблял пандавов. Tried to kill them and hurt them in so many ways. Разными способами пытался их убить, уничтожить. So why Krishna should go to eat in his palace? Почему Кришна должен отправляться обедать в их дворец? He preferred to go to the cottage of Vidura. Он бы лучше отправился в деревню к Видуре. To the home of cottage. В домик Видуры. В хижину. Yeah. Cottage по-английски это хижина. Деревенский домик. So Vidura and his wife were very excited. Видура и его жена были очень радостны. They wanted to offer bananas to Krishna. Они хотели предложить Кришне банан. So they began peeling the bananas. Они начали очищать бананы от шкурки. And they were so excited they were throwing away the inside part and giving the skin of banana to Krishna. Они были так рады видеть Кришну, что они убирали внутреннюю часть и предлагали Кришне шкурки. And Krishna was accepting. Кришна принимал это. Because they had so much love. Потому что у них было очень много любви. So that's what is attractive to Krishna, bhakti. Вот что привлекает Кришну, бхакти. And that is the message of Bhagavad Gita. Это есть послание Бхагавад-гиты. Remember Krishna and serve Krishna with bhakti. Помни о Кришне и служи ему, имея бхакти. So that's very, very pleasing to the Lord. Это очень-очень радует Господа. And the Lord will reciprocate with that bhakti. И Господь будет отвечать на это бхакти. He will himself show his affection to the devotee in different ways. Он сам разными путями будет выражать свою любовь к преданным. Of course, sometimes he may take away the devotee's wealth. Конечно, зачастую он может забрать богатство своего преданного. To make the devotee more surrendered to him. Чтобы преданный больше предался ему. But if he sees a devotee is using the wealth nicely, then he may give him more wealth also. Но если он видит, что преданный хорошо, грамотно расходует свое богатство, то он может даже больше ему дать. Prabhupada, he always simply depended on Krishna. Прабхупада, например, он всегда зависел только от Кришны.
And when he was in India preaching, well, before that, when he was doing business, then the business didn't go so well. Prabhupada just accepted this as an arrangement of Krishna. Когда он был в Индии, он пытался заняться бизнесом, и дела его шли не так хорошо. Он просто принял это от Кришны. And then, you know, when the opportunity arose, he retired from family life. Когда появилась возможность, он ушел от семейной жизни. And he was preaching, trying to preach. Он проповедовал, пытался проповедовать. But didn't have much money or followers. Но у него не было слишком много денег, либо много последователей. But he went on trying his best. Но он пытался как мог. When he was living in Delhi and Vrindavan, Когда он жил в Дели, во Вриндаване, and he was translating the Bhagavatam, он перевозил Бхагаватам, and he was going to the printer to get it printed. он отправился к издателям, чтобы напечатать свои труды. Sometimes he didn't have enough money for a rickshaw, Порой ему даже не хватало денег, чтобы нанять рикшу. but he was walking to the printing press. И он просто шел в издательство пешком. Using all resources just to get the Bhagavatam printed. Он использовал все возможные ресурсы просто для того, чтобы Шримад Бхагаватам напечатали. After it was printed, then he tried every way to go to the West, to America. И когда его напечатали, он пытался всеми способами попасть на Запад, в Америку. He didn't have money for a plane ticket. У него не было денег на самолет, Even money for a ticket on the boat. даже денег на корабль у него не было. Somehow he managed to beg the free passage on a cargo ship. Каким-то образом ему удалось получить бесплатное право проезда на грузовом судне. And when he reached America, he had only 40 rupees. А когда он достиг берегов Америки, у него в карманах было всего лишь 40 рупий. 69 years old. 69-летний человек. Had just one trunk of Bhagavatams. У него просто один чемодан с Шримад Бхагаватом. And he lived in a Bowery. It's a very poor area of New York. Он жил на Бауэри, это очень бедный район Нью-Йорка. Many drunkards. Очень много алкоголиков там жило. So, but he was trying everything to serve Krishna, to spread the Sankirtan movement. Но он делал все возможное для того, чтобы проповедовать и распространять движение Санкиртана. With all love and sincerity. С искренностью и любовью в сердце. And therefore Krishna reciprocated. И так Кришна ему ответил. Krishna sent him followers. Кришна послал ему последователей. Krishna sent him money. Кришна отправил ему денег. Nice properties, buildings. Имущество, здания. So more and more he got. Krishna gave him more and more facility because he was using it with love and sincerity in a nice way. И Кришна давал ему все больше и больше, потому что он грамотно все использовал. So Krishna was responding to his bhakti, to Prabhupada's bhakti. Кришна отвечал на его бхакти, на бхакти Прабхупады. And it is that bhakti that Prabhupada sowed in the hearts of so many of his followers. И поэтому бхакти это то, что Прабхупада вложил в сердца своих последователей. And that is the Bhagavad Gita as it is, the message of Bhagavad Gita as it is. Таково послание Бхагавад-гиты, как она есть. Manmana bhava mad bhakta. Always think of me, become my devotee. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Madhyajimam namaskuru. Worship me, offer your homage to me. Поклоняйся мне, предлагай все мне. Offer your homage to me, huh?
homage. You know what that is? Homage. Homage. Glorification. Glorification. Прославляй меня. And thus you will come to me without fail. Итак, ты придешь ко мне без промедлений. I promise you this because you are my very dear friend. Я обещаю тебе это, поскольку ты мой самый дорогой друг. So this is Krishna's guarantee, his promise. Это гарантия, которую дает Кришна. Это его обещание. That if one approaches him with bhakti, tries to serve him with bhakti, then he will reciprocate. Поэтому если кто-то подходит к нему, имея бхакти, то он непременно ответит. So this is Prahlad Maharaj's realization. Это осознание, это реализация Прохлады Махараджа. Even though he feels not qualified, Даже несмотря на то, что он чувствует нехватку квалификации, he feels that he's coming from a low family, demoniac family. он чувствует, что он происходит из низкой семьи, из семьи демона. But still, he's speaking with all love and sincerity. Но тем не менее он говорит с любовью и искренностью. And therefore, Lord becomes pacified. И так Господь успокаивается. And the Lord becomes very affectionate to Prahlad. Он с любовью относится к Прохладу. Sits Prahlad on his lap, Он садит Прохладу на колени you see, stroking his head, и гладит его по голове, just like his young son. подобно тому, как если бы он был его младшим сыном. So, Nrsimhadev is the real father of Prahlad in that sense. И в этом смысле Нарисимхадев является истинным отцом Прохлада. So this very beautiful story. Это великолепная история. And actually, Prabhupada gave more lectures И по сути Прабхупада давал больше лекций on the teaching of Prahlad than any other part of the Bhagavatam. по поводу учения Прохлада в этой части Бхагаватам, Than any other part. по сравнению с другими частями. So it's very important then to study these chapters, instructions of Prahlad. Поэтому очень важно изучать эти главы и наставления Прохлада, Prayers of Prahlad, молитвы Прохлада, and try to follow in the footsteps of Prahlad Maharaj. и пытаться идти по стопам Прохлады Махараджа. Hare Krishna. Okay, any questions? Есть ли вопросы, Or comment? комментарии? Yeah, that's it. How to get rid of Ignorance. Chant Hare Krishna. Спевайте Харе Кришна. That is enlightening for the soul. Это вдохновляет душу, это поднимает ее на более высокие уровни. I mean, the whole process of Krishna consciousness is to enlighten us, to uplift us. Весь процесс сознания Кришны нацелен на то, чтобы возвысить нас духовно. Hearing from the Bhagavatam. Слушание Шримад Бхагаватам. You see, what is that verse? This Bhagavatam is like the sun. Какой-то стих, где говорится, что Бхагаватам подобен солнцу. And it has arisen just after the departure of Krishna to his own abode. После того, как Кришна вернулся в свою обитель, It has arisen. It has. в этом есть смысл, в этом есть суть. Yeah, the Тому была причина. No. The Bhagavatam has arisen or appeared, you can say, appeared just after the departure of Krishna. Взошло солнце Бхагаватам после того, как Кришна отправился в свою обитель. Accompanied by religion. Krishna departed, accompanied by religion, knowledge, etc.
вместе с религией, сознанием и так далее. But persons who have lost their vision due to the darkness of ignorance in Kali Yuga. Но люди, которые потеряли видение из-за тьмы Кали-юги, They can get light from this Bhagavatam, from this Bhagavad Purana. они могут получить свет от Бхагаватам, от Бхагавата-Пураны. So, hearing the Bhagavatam is to lift us out of ignorance. Поэтому слушание Шримад Бхагаватам вытягивает нас из тьмы невежества. Or we also say, Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Salaka Chakshurun. I was in the darkness of ignorance. Я был во тьме невежества. But my spiritual master opened my eyes with the light of transcendental knowledge. Но мой духовный учитель открыл мои глаза светом знания. So, by following the instructions of the Bhagavatam and the spiritual master Guru Sadhu Shastra, следуя наставлениям Шримад Бхагаватам, а также Гуру, Садху и Шастр, then we can become enlightened. мы можем возвыситься духовно. We can get free from the darkness of illusion and ignorance. Мы сможем освободиться из тьмы невежества и иллюзий. Как вот мы можем увидеть, есть в наших действиях любовь или нет, это бхакти присутствует или нет? How can we see if we have bhakti or love in our actions and things that we do? Well, I think we would have a feeling from within. Я так полагаю, что у нас есть чувство, которое находится внутри. In any case, whether one has strong feelings of bhakti or not very strong feeling, one should continue to try to follow the process. И по сути не важно, чувствуем ли мы большое количество бхакти в сердце, либо не такое большое количество, нужно продолжать следовать этому процессу. Because by following the process, bhakti should awaken. Потому что по мере того, как мы следуем этому процессу, бхакти пробуждается. More attentively we follow, more we endeavor to avoid offenses. Мы следуем более внимательно, более тщательно и стараемся избегать оскорблений. Then, this creates the proper atmosphere for bhakti to develop. И таким образом создается благоприятная атмосфера для бхакти. Proper, conditions in our heart, in our consciousness for development of bhakti. Правильные условия для возрастания бхакти. In our heart. В нашем сердце. In our consciousness. В нашем сознании. And by associating with sincere devotees, this will also help to awaken more and more bhakti in the heart. Также общение с возвышенными преданными даст нам возможность растить бхакти в сердце. And if one is developing bhakti, then one's enthusiasm for hearing and chanting and serving the devotees and serving Krishna, that should develop. Я имею в виду, если есть энтузиазм и желание развивать бхакти, то процесс будет верным. So we should be able to feel. Do we have enthusiasm? Нам нужен энтузиазм. We should be able to ourselves understand or feel. Do we have enthusiasm? Нам нужно понимать, есть ли у нас энтузиазм. Is there, development of feeling of desire to serve Krishna, to serve Krishna's devotees? Есть ли у нас возрастающее желание служить преданным, служить Кришне? This is the sign that bhakti is developing. Это признак того, что бхакти развивается. And also reduction of material desires, reduction of tendency to speculate.
Также сокращение количества материальных желаний, либо уменьшение тенденций к спекуляции. Anya Bilasita Sunyam Jnana Karma Janavritam Anukulyana Krishnanu Silanam Bhakti-Rutama. So Rupa Goswami says, when first class bhakti develops, it is free from the desire for fruitive activity or mental speculation. Рупа Госвами говорит о том, что когда бхакти развивается, у нас нет желания заниматься умственными спекуляциями, либо стремления к деятельности ради плодов. That is, first class bhakti is free from those tendencies. Первоклассная бхакти свободна от этих тенденций. So the more more we progress in bhakti, then the less tendency will be there for other kind of, things like material desire, fruitive desires. Поэтому, если мы развиваем бхакти, то у нас меньше желаний наслаждаться плодами своей деятельности. So that's when Prabhupada said you can test yourself, but in that way. Прабхупада говорил, так вы можете себя проверить. Yeah. Еще хотел добавить этот стих Раджа Видья Раджа Гухим Павитрана Данутам Пратьякшава Гамам Дармиям Сусухам. Это вот Пратьякшава Гамам Дармиям. То есть Пратьякша, то есть это знание царя знания, потому что человек может в процессе практики получить личный духовный опыт. И ачарьи говорят, подобно тому, как человек, голодный человек, когда он ест, он ощущает, как он насыщается. И естественным образом ощущает, что он получает все, что нужно. То есть у него приходит личный опыт. Так и человек, который правильно практикует, он получает опыт, что у него все, что он правильно практикует. Плюс гуру шастра садху. Этот опыт, он должен также вступать в противоречие. Also that verse says, Susukum, is a joyful, very joyful. That person feels, joyful, he feels blissful. Также в этом стихе говорится о том, что в этом процессе человек становится счастливым, радостным. So these are all different signs. Все это разные признаки, симптомы. Харе Кришна. В Шримад Бхагаватам описывается, что Прабхупада маленький мальчик, и нигде я не встречал, чтобы описывалась его дальнейшая судьба. Вырос ли он, если он вечный, преданный Кришне, чем он сейчас занимается. In Srimad Bhagavatam, it is described that Prahlad Maharaj is a little boy, but it was never described what happened to him afterwards, whether he grew up or what became of him further. Он вырос, он правил царством, у него был сын Махараджа Прирочина, также у него внук Бали Махарадж, он в свое время отрекся от царства, отдал царство своему сыну. Вот, и сейчас он, когда эта история с Бали Махараджем, когда Ваманадев пожертвовал Сутала Локу и стал привратником, то Прабхупада Махарадж также там, то есть, находится рядом с Бали, чтобы общаться с Господом. У него все хорошо. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupade ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki Jai, Nitai Gaur Premanandi.